Привет! Когда же я решила сделать свою татуировку? Тогда возникло очень много проблем с этим, если вы тоже не любили своих преподавателей. И меня отвели в комнату полиции. Художники — бедные люди. Не слушайте родителей. Я потрогала ее. Очень жарко. Я жив, я кайфую, все прекрасно. Йоу, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня я отвечу на самые популярные вопросы в моих соцсетях. И первый, самый часто задаваемый вопрос – сколько мне лет? Обязательно пишите в комментариях, как вы считаете, сколько мне лет. Те люди, кто подписан на мои социальные сети, уже знают, сколько мне лет. Но для вас я дам подсказку. Когда я занималась академической греблей, я должна была соревноваться с 97-м годом. Но все сложилось иначе, и я соревновалась с 96-м годом. Это немножечко не моя весовая категория была, но как вышло. Еще одна подсказка. Как много людей вы знаете, которые родились 31 декабря? Обязательно напишите тоже в комментариях. И да, я из тех людей, кто родился 31 декабря 1996 года. Я родилась в 12 часов дня. Моя семья просила, чтобы меня записали в 97 год, но где там получают свидетельство о рождении ребенка, были непреклонны. Многие, когда узнают, что родилась 31 декабря, все время: «Вау, это так классно! У тебя на Новый год, день рождения! Два праздника одновременно!» Я скажу так, что это грусть, печаль, тоска, уныние, потому что праздновать два праздника в один день очень сложно. Люди, у которых там 8-23 февраля и так далее подобные там праздники, меня поймут. Люди делятся на две категории. Они либо меня поздравляют с Новым годом и забывают про мой день рождения, и потом в конце такие: «А, у тебя же день рождения, поздравляю». Либо наоборот: «Ой, с днем рождения, сегодня Новый год, с наступающим». Это вот так работает. И у меня есть младшая сестра. Спасибо, кот, что ты закончил. И у меня есть младшая сестра. И нам дарили всегда два одинаковых подарка. Ну, мне с понтом то, что на Новый год и на день рождения, а ей просто на Новый год. Вот такая прекрасная, веселая жизнь. Но повзрослев, спасибо, слава богу, у меня есть люди, которые мне дарят два подарка. Единственный из плюсов, который был, это то, что в детстве мне всегда говорили, что вся страна пускает салют в честь своего дня рождения, и я в это искренне верила. Также я еще радовалась тому, что когда Дед Мороз приходил к нам домой, когда мы собирались с семьями, у нас там было куча детей, Дед Мороз всегда выделял меня и поздравлял еще с днем рождения и с Новым годом. Это было классно. Единственный плюс этого дня. Все остальное херня полнейшая. Если у вас день рождения 31 декабря, я вам сочувствую. Поэтому 31 декабря я жду от вас поздравления, потому что мне исполнится 25 лет. Пока мне еще 24, но мне исполнится 25. Буду читать каждое ваше поздравление. Продолжая разговор о спорте, вообще в целом, у меня были очень жесткие тренировки и очень жесткое питание. Из-за того, что это была академическая гребля, там разговор шел скорее о массе, потому что ты массой тела тягаешь лодку. И мы жрали очень много. На тот момент я весила где-то 48 килограмм, мне было лет 13-14, где-то около того. И вот этот вес сохранялся лет до 17. Потом я начала, естественно, расти, когда забросила спорт, благодаря моей прекрасной травме спины. И из-за этого вес начал прибавляться. Я не занимаюсь никаким спортом сейчас, на данный момент, вообще. Я не люблю спорт. Я люблю активную ходьбу в плане того, что когда мы там ездим куда-то путешествовать, я люблю очень много ходить. О большем спорте речи быть не может. Так же, как и диеты. Так как, когда мы занимались спортом, у нас было прям такое жесткое питание. Сейчас для меня открыты вообще все прелести фастфуда, жирной еды, и я себе ни в чем не отказываю. Я люблю кушать вкусно, много, часто, как это только возможно. В связи со всем этим на данный момент я вешу где-то примерно 54 килограмма. У меня вес все время варьируется от 52 до 55. Ни больше, ни меньше, как-то вот так. До спорта я мечтала стать моделью. Это моя была такая детская мечта. Ну, даже, наверное, не моя, она была привязана больше родителями, но я смотрела, как и многие, топ-модель по-американски, и, конечно же, мечтала уехать в Америку, встретить с Тайрой Бэнкс и такая, типа, я модель.
Но этой мечте не суждено было сбыться, как минимум по 3 причинам. Первое, меня отдали в спорт. Второе, это мой рост. И третье, у меня очень много татуировок. Я знаю, что сейчас есть разные форматы моделей, абсолютно, но опять же, мне уже 24, и история моделинга в целом меня не интересует, как работаю моделью, ходить по подиуму и так далее и тому подобное. Итак, мой рост приблизительно, опять же, 1,71 м. 1,70 м. И, кстати говоря, мне все-таки удалось немножко поработать моделью, но это было связано исключительно с тату-индустрией, то есть я была тату-моделью в 18 лет. У меня даже имеется пару журналов с моими обложками, с моими разворотами и с моими интервью. И к вопросу о татуировках. Когда же я решила сделать свою татуировку? Я сделала татуировку себе подарок. Это был подарок на 8 марта самой себе. Я еще попала в очень веселую компанию, где все были татуированные. И я такая, была не была, я же бунтарь. Надо сделать не так, как все. Знала бы я тогда, что не как все, это в 2021 быть как все. Не, реально, очень много, по моим наблюдениям, людей с татуировками. Спускаюсь в метро и иногда такая, типа, татуировки, вау. Я из тех людей, кто будет сидеть вот так и пялиться, потому что мне интересно. И возвращаясь к вопросу, во сколько лет я сделала свою первую татуировку, мне было 16 лет. Да. Полное видео про мои татуировки вы можете посмотреть здесь или здесь, где-то там. И там я рассказываю полную историю о том, как вообще происходило вот это вот все прекрасное искусство на моем теле. Я начала забиваться, когда училась в колледже, и у меня тогда возникло очень много проблем с этим. Мои преподаватели это никак не воспринимали. Однажды я пришла на концерт в юбке, вот в такой вот, она была ниже колена, вот такая пышная, огромная юбка. У меня тогда была забита только вот эта вот часть. Не знаю, видно вам? Вот олень вот этот. И, значит, после концерта один из преподавателей такой, Алана, стоять, пойдем со мной. И меня отвели в комнату полиции. И со мной провели 2-часовую беседу о том, что я никем не стану. Поэтому обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на этот канал, если вы тоже не любили своих преподавателей. Я кого-то любила, а кого-то не очень. В общем, из-за них и вот из-за этой вот истории 2-часовой, где мне говорили о том, что я никем не стану, я ходила на протяжении 4 лет в штанах, в закрытой одежде, а я жила в городе, где было очень-очень-очень-очень жарко. То есть летом плюс 40, 50, нормальная тема. И в плюс 40 я ходила в штанах. И тогда я еще выглядела достаточно так вызывающе, можно сказать. У меня были выбриты виски, короткая стрижка, туннели в ушах, и мои пентаграммы на коленях вызывали очень большой интерес у преподавателей. Но это не помешало мне защитить мой диплом по специальности прикладная информатика в сфере экономики. Ей! Да, я программист, системный администратор и так далее и тому подобное. То есть, оглядываясь назад, мне это в жизни никак не пригодилось, поэтому обязательно я вас прошу, прежде чем идти учиться, подумайте, на кого вы хотите учиться. Не слушайте родителей. Я послушала своих родителей, и у меня печальный опыт в этом плане. Я не стала получать высшее образование по моей же специальности, потому что мне это не интересно. Я все время просила, чтобы меня дали на дизайнера, на кого угодно, все, что связано с художеством, я просила, потому что художеством я занималась очень-очень-очень много лет. Я продавала картины, со Сбербанком сотрудничала. Я сотрудничала со Сбербанком до Дани Милохина, когда это еще не было мейнстримом. И вы, между прочим, можете купить кое-что в Сбербанке с моим дизайном. Обязательно ставьте палец вверх и пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я подробнее рассказала об этой истории. Это была моя такая очень большая часть жизни, которую просто выдрали и сказали: художники бедные люди. Иди учиться на программиста. Они очень полезны. Да, они очень полезны, но мне это не очень интересно. В тот момент, когда я училась на прикладной информатике в сфере экономики, я периодически сбегала с пар, да простят меня мои родственники, которые смотрят это видео. Я ходила в художественную школу. Это была моя вторая художественная школа. До этого я еще в 4 классе, когда училась, я ходила в художку. Нашла отдушину такую и ходила заниматься письмом маслом. Потом все это дело забросилось с переездом в Москву. И вот
я вернулась к этому буквально 3 года назад. Сейчас, на данный момент, я пишу картины. Одна из картин вот здесь вот висит. И вы частенько могли видеть мои картины в ТикТоке. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети. Там очень много моих картин. И если вас заинтересует мое творчество, также пишите мне либо на почту, либо в директ. В моих картинах вы можете рассмотреть все мои эмоции на протяжении всей моей жизни, наверное. Я постоянно экспериментирую. Сейчас я пишу в стиле поп-арт. Написание картин для меня — это так же, как и музыка. То есть, когда я надеваю наушники и включается мой плейлист, во мне оголяются очень многие эмоции, которые скрыты где-то там в глубине души. Не могу сказать, что я не эмоциональный человек, я очень эмоциональный человек. Но как бы то ни было, да, благодаря ТикТоку я стала меломаном для себя, я открыла новую дверь, так скажем. И сейчас я слушаю абсолютно разную музыку. Но number one предпочтение всегда, конечно же, это рок. Five Finger Death Punch, моя любовь, футболка была в предыдущем видосе про, опять же, мои татуировки, вы ее увидите. И Slipknot, это вообще отдельная история про мою поездку в Бельгию. Если вы хотите увидеть мою поездку в Бельгию, то, как я съездила туда, и рассказать подробнее про выступление Slipknot, обязательно напишите в комментариях, поставьте палец вверх, потому что это отдельный вид искусства, то, как меня вырубили, и то, как я долетела до сцены, сама того не понимая, и оказавшись вообще просто вся в синяках. Это классная история. Рок для меня — это такая музыка, которая пробуждает тебя. Не заставляет тебя взрываться в себя, а именно вот пробуждает. Ты как будто заново рождаешься, в тебе просыпается такая мощь, сила, энергия, благодаря вот, опять же, року. Но, говорю, опять же, благодаря ТикТоку, оказывается, есть еще и другая музыка во вселенной, которая вызывает тоже много эмоций. Тот же самый Eminem. Я к нему раньше была абсолютно равнодушна, сейчас это прям определенный спектр эмоций, и под определенное настроение ты включаешь музычку, и ты такой, класс, я жив, я кайфую, все прекрасно. Кстати говоря, когда я езжу путешествовать, я тоже подбираю себе определенный плейлист. Я не представляю свою жизнь без путешествий, вот на протяжении того момента, как начался ковид, и вот по сей день, вот в этом промежутке мы никуда не ездили, за исключением Беларусь. Вот только там мы побывали, а все остальное время ты сидишь в Москве, ты не представляешь, что это такое, сесть в самолет и через 2 часа оказаться в новом месте, почувствовать энергию места, в котором ты находишься. То есть вот самое мое любимое место — это Филиппины. На Филиппинах зимой зависать вообще классно, круто. Это море, это люди, которые все время улыбаются тебе. И, как сказал один человек, так грустно, когда ты уезжаешь, а место будет жить с тобой или без тебя. И для меня это была фраза просто «Что?». И вот, наверное, в тот момент, это была звездная ночь, Филиппины, конечно же, прекрасно все, и ты понимаешь, что реально место-то остается, а ты уезжаешь, и ты возвращаешься в свою реальность, и ты дальше живешь своей жизнью, а место как жило, так и будет жить. Грустненько, конечно, сейчас заплачу. На самом-то деле, реально. Но есть одна радостная новость. Если все получится, я отправлюсь скоро в одну страну. Обязательно пишите в комментариях ваши варианты ответа. И обязательно запишу оттуда влог, где я хожу по магазинам, покупаю вещи, и вообще рассказываю о том, как я путешествую. Кстати говоря, о том, что и где я покупаю. Тоже достаточно очень частый вопрос такой. И я скажу так, что шопинг — это такая определенная отдушина для меня. Я не могу сказать, что я прям получаю колоссальное удовольствие от того, что я покупаю вещи, потому что шкаф уже заполнен, и там вещи некуда складывать. Но в целом, да, я получаю удовольствие. Особенно от вещи, которые, допустим, там висит уже месяц, и ты такой: я хочу ее купить, и ты думаешь, а под что ты ее будешь носить? Это у меня так все время с платьями. То есть я покупаю платье, и такая: ты же не носишь платье, нахрена ты покупаешь себе платье, если ты его не носишь? Я человек непривередливый в плане вещей, и я люблю, на самом деле, вот какие-нибудь оверсайзы, как вы могли заметить.
И я покупаю вещи, начиная от секонд-хендов и заканчивая локальными брендами. То есть вот вообще у меня нету такого. Единственное, что прям тяжелый люкс я не покупаю. Из разряда там Dolce Gabbana, Versace, Chanel. То есть, собственно, так же, как и с украшениями. Я могу купить дорогие украшения, могу купить недорогие украшения, в зависимости от того, что мне нравится. Я всегда исхожу исключительно из того, что мне нравится. Еще один популярный вопрос про мою личную жизнь. Я всегда считаю, что личная жизнь, она на то и личная, чтобы о ней не рассказывать. Но если вы прям очень меня попросите, то я, возможно, расскажу, но очень маленькая вероятность, но я могу, конечно же, об этом рассказать. И опять же, кто знает, то знает, кто не знает, и не надо знать. Да, я человек-загадка. Обязательно пишите в комментариях, на какие вопросы мне еще нужно ответить, я обязательно на них отвечу, за исключением своей личной жизни пока что. Но если это видео наберет очень много пальцев вверх, я расскажу про свою личную жизнь. А сейчас итоги конкурса. Всем большое спасибо, что вы участвовали. А этот прекрасный худак отправляется к человеку вот под этим никнеймом. Поздравляем победителя. Также не забудьте, у Лола бренд классные худаки. Это не последний розыгрыш на моем YouTube-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и следите за новостями. Всех обняла, целую, пока.